В 29 лет, 2 года назад, мне диагностировали аутизм, или, если выражаться корректнее, то расстройство аутистического спектра, или синдром Аспергера, или высокофункциональный аутизм. Почему только в 29 лет, спросите вы, ведь аутизм — это врожденная особенность мозга, и будете правы. Так как же я осталась незамеченной? Об этом и о своих проявлениях аутизма в детстве я расскажу в этом видео. Кстати, я не могу не поблагодарить за нереальный отзыв, который получило мое предыдущее видео, первое видео на этом канале. Оно ушло очень далеко за грани моих скромных ожиданий. Хочу поблагодарить всех, кто открыто делился своими историями. Это очень важно как для меня, так и для других людей, знать, что мы не одни, и делиться опытом. Открываться на такую аудиторию — это большая уязвимость как для меня, так и для вас, поэтому большое спасибо за слова поддержки и вообще за любую поддержку. Не хочу долго сейчас говорить об этом, я планирую сделать отдельное видео, посвященное комментариям и заблуждениям по поводу аутизма, поскольку я увидела много мрака и непонимания. А сегодня я хотела бы поделиться своими проявлениями аутизма в детстве и как это ощущалось изнутри. Прежде всего, хотела бы повториться, что расстройство аутистического спектра — это отличие в работе мозга и нервной системы, и оно характеризуется двумя главными проявлениями. Это дефициты в области коммуникации и социализации, а также стереотипии, склонность к повторяющемуся поведению, интересам и зацикленностям. Остальные признаки могут очень сильно отличаться у разных людей, именно поэтому это называется спектром. Аутизмом нельзя заболеть или вылечиться. Если в детстве за вами не замечалось никаких проявлений, но во взрослом возрасте вы начали испытывать какие-либо сложности с коммуникацией или социализацией, то, скорее всего, это что-то приобретенное. Например, социофобия. И хорошая новость, что социофобия, в отличие от аутизма, поддается лечению. И маленький дисклеймер в связи с обилием комментариев на эту тему. Мои видео — это не жалобы, не нытье, не попытка возвысить себя над остальными. И мне кажется, что люди, которые пришли к этому выводу, либо не смотрели видео вообще или до конца, или просто проецируют свою грязь на меня. Мои видео — это поддержка и способ распространить информацию об аутизме, чтобы она дошла до тех людей, кому она действительно нужна. Кто так же, как и я, по причине высокого уровня маскировки и неопытности врачей, не получил диагноз в детстве. И для тех людей, кто, возможно, до сих пор не подозревал причину сложностей, с которыми он сталкивался всю свою жизнь. Так что давайте начнем. Буду стараться идти по порядку и хотела бы начать с самого раннего возраста. По рассказам моей мамы, я не плакала и была очень тихим младенцем. Я не показывала свой дискомфорт плачем, даже если была голодная, а пришедшие домой гости могли даже не подозревать, что в соседней комнате есть ребенок. Это лишь мои предположения, но мне это очень напоминает мои проблемы с чувствованием и выражением эмоций, что, кстати, называется алекситимией. Также из рассказов моей мамы у меня замечалась задержка развития речи. То есть я начала попытки разговаривать тогда же, когда и все дети, но моя речь развивалась медленнее и хуже. Честно говоря, я не удивлена, так как моя речь до сих пор причиняет мне немало неудобств. Мне очень сложно формулировать мысли. И, кстати, в этот раз я написала дословный сценарий, чтобы не зависать и не тупить, и ничего не забыть. Я забываю слова, забываю, о чем говорила на середине предложения, не впопад склоняю слова, потом я забываю вообще все слова и о том, кто я такая и что я здесь делаю. В итоге, если мне нужно сказать больше одного предложения, моя речь очень нескладная и обрывистая. И прежде чем что-то сказать, я пытаюсь сформулировать это в уме. В общем, перед школой кто-то даже намекал, не стоит ли заняться поиском специальной школы для меня, но все как-то обошлось, и я в итоге училась в обычной школе, и об этом я расскажу чуть позже. Очень ярко из детства я запомнила моменты, когда я не могла говорить со взрослыми и детьми, когда они пытались завязать со мной разговор. Очень ярко помню ощущение кома в горле. Мне могли задавать самые простые и дружелюбные вопросы, но я не могла на них ответить, как бы я этого не хотела. Порой я чувствовала себя очень глупо, но ничего не могла с этим поделать. Мне могло даже очень сильно хотеться что-то показать или рассказать этим людям,
но я не могла выдавить ни слова. Уже сейчас я узнала, что это называется селективный мутизм, и я до сих пор часто ловлю у себя это ощущение кома в горле и выдавливаю необходимый минимум. Это одна из вещей, которые я научилась маскировать с возрастом. Следующая очень показательная вещь — это отсутствие сюжета в играх. О том, что это нормальная практика придумывать и разыгрывать сценки в детстве, я узнала только сейчас, когда начала изучать аутизм и информацию о нем. Для меня же нормальным времяпрепровождением было рассматривание мелких деталек моих любимых фигурок животных и их логическое расставление на полу. Однажды, в очередной раз пытаясь найти друзей во дворе, я подсела к группе девочек, которые играли в куклы. Я наблюдала, как они играли в куклы, придумывали какие-то сюжеты, разыгрывали какие-то сценки, и для меня это было чем-то абсолютно непонятным. И я тихо удалилась к своему любимому занятию — поиску уличных котят. К слову, вместо игр я обожала выстраивать порядок на полках, выставлять книги в идеальные ряды по их размеру. То же самое делала с тарелками, вилками и ложками, и вообще находила всем предметам свое место и расположение. Кстати, моя была неспособность придумывать сюжеты к играм связана в целом с моим плохим воображением. В детстве это распространялось и на то, что я постоянно рисовала одно и то же. Сейчас, как художнику, это доставляет мне немало хлопот, хотя я очень стараюсь, и мне кажется, что у меня даже получается. У меня в детстве и сейчас были некоторые проблемы с мыслями, или, если точнее, у меня почти отсутствует внутренний монолог, который, насколько я понимаю, очень свойственен большинству людей. И большую часть времени я нахожусь в состоянии, которое пытаются достичь при медитации. Я бы не сказала, что мне это нравится, потому что это ощущается очень пусто. В детстве, насмотревшись фильмов, мне казалось, что очень круто и интересно вести дневник. Я могла записать лишь сухие факты о том, что я проснулась в 7, сходила в школу, вернулась домой, сделала уроки, и ничего более у меня в голову не приходило, что меня очень сильно разочаровывало. Никаких эмоций или заключений и выводов о прошедшем дне, ничего подобного в моей голове не появлялось, лишь сухие факты. Я до сих пор не уверена, о чем люди пишут в дневниках. Говоря о сенсорных проблемах, у меня было очень много проблем с одеждой. Слишком тесная одежда и особенно колготки доводили меня до разных дерганий и тиков, от которых было очень сложно избавиться, и некоторые из них до сих пор со мной. Я до сих пор не могу терпеть сковывающую одежду и очень рада моде на оверсайз. Бирки на одежде и шерстяные изделия были особенной болью для меня, хотя, насколько я знаю, шерстяная одежда довольно неприятна для очень многих людей. А бирки на одежде сейчас в взрослом возрасте я уже замечаю очень редко. Еще я не могла терпеть высокое горло у одежды, мне казалось, что меня душит. Хотя сейчас таких проблем у себя я не наблюдаю. Или может это потому, что сейчас у меня есть возможность выбирать одежду, которая мне удобна. Что касается звуков, мне так же, как и сейчас, доставляли большой дискомфорт голоса некоторых людей, особенно громкие или звонкие голоса. У меня как будто включается какой-то писк в голове, и мне очень от него больно и некомфортно. Еще не могу выносить, когда кто-то ест из шершавых или каменных тарелок. И да, я знаю, что это уже может быть мемом моего канала, ведь по вашим версиям так абсолютно у всех, но тогда почему все люди вокруг меня покупают эти чертовы тарелки? Что-то не сходится. Ну и, конечно, я каждый раз ругаюсь на своего мужа, когда он в очередной раз вместо деревянной ложки использует железную, чтобы достать что-то из железной кастрюли. Это невыносимый для меня звук. Еще я не могу есть почти все ягоды, много что из фруктов и помидоры, потому что я очень не терплю кислый вкус, и чувствую я его даже там, где обычные люди его даже не подозревали бы, что он там есть. Когда другим эти продукты кажутся сладкими, я чувствую кислоту. Одно из проявлений гипочувствительности: я очень любила крутиться на каруселях, стульях и всем чем угодно, и никогда не чувствовала головокружения. Я очень люблю ритуалы. Например, в детстве каждое утро перед школой я вставала пораньше, чтобы включить свой один и тот же любимый мультфильм, чтобы успеть его посмотреть за завтраком,
до того, как не придет моя бабушка, чтобы отвезти меня в школу. Вообще, в детстве у меня всегда был какой-нибудь один фильм или мультфильм, который я смотрела на протяжении долгого времени и изучала своего любимого персонажа, его поведение, его какую-то манеру разговаривать, внешний вид, и всегда очень хотела быть похожей на него. Как и сейчас, я очень любила петь, издавать какие-то звуки, повторять фразы, слова, в общем, создавать шум. Мне это очень помогает регулировать свои эмоции. Мне кажется, что это мой главный стиминг, и мне очень тяжело, когда в социальной ситуации долгое время я не могу петь и издавать все эти звуки. Вообще, я всю свою жизнь всегда замирала, когда появлялись посторонние люди. Как будто хотела стать прозрачной, чтобы меня не заметили. Старалась не шевелиться, лишний раз не говорила. Если кто-то угощал чаем или едой, я боялась взять что-то лишнее со стола, боялась как-то причинить какое-либо неудобство окружающим. В общем, со стороны я всегда казалась очень стеснительным и удобным ребенком. Как для девочки, такое поведение прокатывало как в детстве, так и сейчас. Могу сказать, что я рада, что я родилась именно девочкой, а не мальчиком. Я очень любила в детстве все, что было связано со львами. Я обожала фигурки львов, я обожала мультфильм «Король лев», обожала коллекционировать все, что связано со львами, и также рисовала постоянно один и тот же сюжет со львами. У меня постоянно заканчивался желтый цветной карандаш, которым я разукрашивала этих львов. И я сама мечтала стать львом из вселенной Короля Льва, но могла лишь скромно пародировать свою кошку. И, кстати, однажды, увлекшись, я съела прямо с пола таракана, так как делала моя кошка. И, если честно, не рекомендую. Кстати, я часто слышала от знакомых, что они тоже в детстве пародировали котов, и мне просто интересно, сколько нас. Можете поделиться. Говоря об общении, мне было очень сложно найти и наладить контакт с другими детьми. Почему-то чаще всего надо мной либо смеялись, либо не проявляли никакой интерес к моим попыткам как-то познакомиться. Кстати, существует тенденция, что аутичные девочки больше заинтересованы в социализации и коммуникации, чем мальчики. Проявляют больше инициативы, больше следят за паттернами поведения между другими детьми, копируют их, чтобы быть принятыми и так далее. Это также является причиной, почему девочек диагностируют позже и меньше или вообще никогда, чем мальчиков. Я действительно часто наблюдала за героями фильмов или мультфильмов, за какими-то их паттернами поведения, эмоциями, жестикуляцией, внешним видом, реакциями и так далее. Позже я делала то же самое с реальными людьми вплоть до университета. Коллекционировала варианты эмоций, реакций, жестикуляций, училась смеяться и так далее. И попадая в ситуации, которые были мне незнакомы, например, разговаривая с человеком, темперамент которого мне не знаком, я полностью терялась и теряюсь. Возвращаясь с детства, я очень сильно хотела иметь друзей, но, как я уже сказала, у меня не получалось наладить с ними контакт. Иногда, гуляя во дворе, я видела других девочек и думала, как к ним подступиться. Могла какое-то время ходить за ними и наблюдать издалека. И когда я все-таки осмеливалась подойти, все проходило очень неловко. Я не знала, как и о чем с ними разговаривать. И дальше этого обычно ничего не уходило, и я снова оставалась одна. Когда я пошла в школу, я обрела свою первую подругу и очень этим дорожила и радовалась. Уже тогда я помню, как пыталась отзеркаливать поведение и интересы. Общаясь с человеком, я как будто попадала и до сих пор попадаю под его влияние и темперамент. И моя манера речи, поведения и ценности как будто менялись на присущие собеседнику. А сама я как личность как будто исчезала. И из безобидного детского, например, моей подруге нравился фиолетовый цвет, а мне нравился красный, но я себя убеждала, что мне тоже должен нравиться фиолетовый цвет. Хотя он мне совершенно не нравился. Вообще, это отзеркаливание и впитывание другой личности, возможно, сейчас помогает мне налаживать контакт с другими людьми, но с другой стороны, меня это очень напрягает, так как в этот момент я как будто полностью теряю свою личность и зачастую как будто и не знаю, какая она.
Мне хватает посмотреть видео какого-нибудь блогера, чтобы потом замечать, что пару часов после просмотра я себя веду частично как он и говорю частично как он. Очень впитываю чужую энергетику и иногда могу потерять себя, и это очень напрягает. Все школьное время, начиная с 1 класса, я была либо изгоем, либо меня игнорировали, либо булили. И до 29 лет я правда не понимала, почему, потому что я очень старалась быть как все, быть дружелюбной, идти на контакт, но, видимо, дети, как животные, чувствовали какую-то мою неуклюжесть и неловкость в общении и не были способны принять. Возможно, также отпугивала какая-то излишняя искренность. Например, в 4 классе ко мне попала детская анкета, в которой был вопрос «Кого ты любишь?». И я, как честный, ничего не подозревающий пирожочек, написала, указав класс и имя, в котором этот человек учился. Можете представить, как потом мне досталось и как мне это припоминали вплоть до 9 класса. В какой-то момент я осталась совсем одна, от меня отдалилась подруга, что было очень больно, хотя сейчас я понимаю, что со мной, наверное, было очень сложно общаться, потому что я не могла остановиться говорить о своих гиперфиксациях, специальных интересах. На тот момент это была онлайн-игра Lineage 2. Это было все, что меня тогда интересовало, и все, о чем я могла думать и говорить в то время. В принципе, это не изменилось до сих пор. Мой мозг также зацикливается на одном интересе, на очень продолжительное время. Мне сложно поддерживать разговоры на иные темы, потому что хочется говорить и обсуждать только то, что у меня на уме. Хотя чаще всего я заглушаю это желание и либо скромно говорю пару предложений об этом, либо не нахожу момента, когда я могу об этом заговорить вообще. Чаще всего людям не интересно углубляться в мой интерес, так как чаще всего он довольно-таки специфичный. Я поняла это к своему 31 году и изо всех сил стараюсь не навязываться. Так, после 9 класса мне стало гораздо проще, потому что классы переформировались, и меня просто тихо игнорировали, и никто не булил. Там же я встретила свою подругу, с которой мы в теплых отношениях до сих пор. А в 15 лет меня в интернете нашел мой будущий муж. Кстати, для него тоже много что открылось и прояснилось о моем поведении после того, как я узнала об аутизме. И особенно то, что он замечал в начале наших отношений во мне и что, возможно, также долго не мог принять. Вернемся к школе, а именно к тому, какие трудности были у меня в обучении. При расстройстве аутистического спектра очень часто наблюдаются проблемы с кратковременной или рабочей памятью. Она отвечает за удерживание только что полученной и необходимой в данный момент информации и ее обработку. Это причиняло мне немало проблем в школе. Плюс к этому у меня просто ужасная память на то, что не события из жизни. То есть я не запоминаю прочитанное и увиденное в кино. И также у меня проблемы с концентрацией, из-за чего у меня есть подозрение на СДВГ. Коморбидность аутизма с СДВГ, кстати, довольно частое явление, но у меня пока оно не диагностировано. В общем, все эти проблемы с памятью и концентрацией очень негативно влияли на мою способность к обучению, запоминанию информации. Мне было очень сложно воспринимать речь учителя на слух, сложно запоминать информацию и выступать на уроках. До 8 класса успеваемость была просто ужасной, пока я не поняла, что если я не соберу всю себя в кулак, то не закончу 9 класс. Чтобы вытягивать хотя бы средние оценки, я училась все свободное время, пялилась в учебник, в буквы, которые никак не складывались ни в какой адекватный текст в моей голове. Пыталась сконцентрироваться и понять информацию часами. Я много прогуливала школу, потому что, во-первых, уставала от социума и недосыпа, и уже тогда я избегала социальной ситуации. А также у меня постоянно болели голова, живот и поднималась небольшая температура. Но прогуливала я не просто так, а тратила время на очень вдумчивую учебу, потому что только дома, в спокойной обстановке, я могла сконцентрироваться и потратить столько времени, сколько мне нужно, чтобы понять информацию и запомнить ее. Делать это на уроке с учителем для меня было гораздо сложнее, потому что я не воспринимала информацию на слух. В итоге моя упертость всех убедила, и я смогла закончить не только 9 класс, но и 12. А об универе я поговорю в другом видео, где буду говорить о взрослом возрасте. Почему никто не заметил ничего странного во мне? Очень большой процент аутичных девочек получают диагноз
позже, либо не получают его вообще, по той причине, которую я уже озвучивала. Мы чаще больше заинтересованы в коммуникации и социализации и развиваем навыки маскировки гораздо лучше и активнее. В итоге никто не замечает, что за этим стоит. Раньше вообще считалось, что аутизм есть только у мальчиков, и сейчас большая часть тестов основана на данных, которые были получены при работе с аутичными мальчиками. Моя семья проходила через очень сложные времена. Возможно, будь все хорошо, кто-то что-то и заметил бы, но тоже не факт. Также в то время, в 90-е, врачи были мало образованы в этом вопросе, чтобы заметить высокофункционального аутичного ребенка, особенно без жалоб со стороны родителей. Я, если смотреть со стороны, сходила за очень стеснительного ребенка, который не вызывал хлопот. А того, что стоит за этим, невооруженным глазом заметить не всегда возможно. Скорее всего, родись я в семье, в которой я бы очень сильно выделялась, а я очень хорошо могу представить себе такую семью, возможно, меня бы довольно быстро заметили. А так, мы в семье все очень похожи. И таких людей очень много сейчас. По последним данным, это 1 из 36 человек. Я очень рада слышать, что мои видео доходят до таких людей, и они находят ответы на свои вопросы, которые висели в воздухе всю их жизнь. Диагноз сам по себе ничего не меняет, мы остаемся все теми же людьми, и это хорошо. Но у нас как будто появляется инструкция к самим себе, и мы начинаем понимать, как мы работаем и функционируем, понимать какие-то свои реакции, как психологические, так и телесные. И мы наконец понимаем, что мы не сломанные нейротипичные люди, какими считали себя всю жизнь, а очень даже нормальные нейроотличные люди, просто с другим устройством мозга и нервной системы. Спасибо большое, что посидели со мной. Я рассказала о своих проявлениях аутизма в детстве и попыталась описать их именно с точки зрения того, как я воспринимала и ощущала все эти проявления тогда. В следующем видео расскажу уже о взрослом возрасте с более четкой, осознанной точки зрения. Повторюсь, что аутизм — это спектр, и у разных людей он может проявляться совершенно по-разному. Обобщающее исключение — это проблемы социализации и коммуникации, а также стереотипии. Поэтому буду очень рада, если поделитесь своим опытом. Мне очень интересно читать такие комментарии и сообщения. Если что, у меня также есть англоязычный канал об аутизме и природе, а также на этом канале есть первое видео вступление. Еще раз огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока-пока!